АвтоВАЗ попросил Путина не пускать французскую Рено обратно в Россию. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Согласительная комиссия АвтоВАЗа выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, призывая не допускать возвращения французской компании Рено на отечественный рынок. Издание 360 получило в свое распоряжение выпуск профессиональной газеты, который пока не был опубликован. В нем содержится открытое письмо к главе государства и правительству, озаглавленное «Санкции пошли на пользу». Авторы документа подчеркивают, что считают недопустимым возврат Рено и других иностранных компаний, ранее покинувших страну. По их мнению, это может поставить под угрозу рабочие места тех сотрудников, которые остались верны заводу в сложный период и продолжили трудиться на благо предприятия. Напомним, что французский автопроизводитель покинул российский рынок в мае 2022 года, оформив сделку по продаже своей 68% доли в АвтоВАЗе. Однако в договоре было предусмотрено право обратного выкупа в течение 6 лет. В феврале текущего года генеральный директор Рено Лука де Мео заявил, что возвращение компании в Россию возможно. Он пояснил, что любой бизнес стремится к развитию, а при наличии возможностей их необходимо использовать. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее прокомментировал возможность обратного выкупа доли Рено, отмечая, что в таком случае потребуется пересчитать все инвестиции, которые были вложены в прошедшее время как самим предприятием, так и государством. Позже он подчеркнул, что руководство АвтоВАЗа уверенно контролирует ситуацию, и на данный момент ни о возврате бывшего партнера, ни тем более о стоимости такой сделки речи не идет. Руководитель госкорпорации Ростех Сергей Чемизов ранее допустил возможность возвращения французского автоконцерна Рено в состав акционеров АвтоВАЗа. Однако он отметил, что на данный момент никаких переговоров по этому вопросу не ведется. Позже глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подчеркнул, что зарубежные компании, желающие вновь выйти на российский рынок, должны проходить процедуру согласования через правительственную комиссию по иностранным инвестициям. По его мнению, процесс их возвращения может быть построен по аналогии с механизмом выхода. АвтоВАЗ только что заявил, что профсоюз не просил Путина не пускать Рено в Россию. А как считаете вы, чем эта история закончится? Пустят ли французов обратно или нет? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Лекция в заводском цеху. При коммунизме рабочий день будет длиться не более 2 часов. Один из рабочих задает вопрос. Скажите, товарищ лектор, а перерыв на обед будет? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.